Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании под видео. Сейчас YouTube очень замедляют, поэтому рекомендую вам подписаться на телеграм-канал, чтобы не потерять контакт. Добрый день, друзья! Я недавно цветение этой орхидеи выставляла в телеграм-канале. Это орхидея Лас-Вегас. И пообещала вам, что я расскажу ее историю. Эта орхидея живет у меня примерно 5 лет. Почему в телеграм-канале выставляла? Потому что там удобно показать фотографии и дать небольшую информацию по этой орхидее. Но орхидея очень интересная. Приобретена действительно достаточно давно, может быть 4 года, может быть чуть больше. Но когда я ее купила, в горшке было 2 растения. Но мы с вами знаем, что бывает такое, что продают сразу 2 растения в одном горшке. Бывает, что детка, а бывает именно 2 растения. Почему так делают производители? Потому что растение слабое, нестабильное, и одно может погибнуть. Но мне повезло. Отцвела орхидея и одна, и вторая, и я их разделила. Много было мнений, что «а зачем вы их разделили? Почему вы это сделали?» Когда я разделяю таких 2 орхидеи, я преследую цель. Если посажено 2 орхидеи в один горшок, одна может погибнуть, вторая может выжить. Вот они у меня выживают 2. Одна всегда прекрасно цветет. Прекрасно. Для Лас-Вегаса 5-6 цветов это уже хорошо. А вот вторая орхидея очень капризная, любит на себя нацеплять. Пусть это будет русское такое выражение, нацеплять какие-нибудь болезни. И вот одна из этих болезней, определить, что это, я не могу. Вот такое черное длинное пятно появилось на одном из листьев. И на втором листике тоже вот такое пятнышко. Конечно, я ее обработала фунгицидами. Я ее обрабатывала топсином М. Распространение прекратилось. Но я чувствую, что она все равно больна. Чем ей помочь? Да ничем. Потому что сорт выведен искусственно. Как он выведен, мы с вами не знаем. Но обработку фунгицидами я делаю ей раз в 2-3 месяца. Топсин М, даже опрыскивала хлоргексидином. Распространения нет, но и роста нет. Вот 3-4 листика. Сейчас я ее пересадила в кору с керамзитом, потому что у нее было очень много воздушных корней. Вот воздушные корни очень любят растить. И вы можете видеть 2 новых корня, молодых корня в горшке. Листик пока не намечается. Корни в горшке, не видно, горшок сильно матовый. Не видно, но они есть. Как бы орхидея не погибает. Ну и отлично, не растет. Вот капризные они, эти Лас-Вегасы. Так что одна теперь орхидея находится в грунт, керамзит и кора, другая продолжает жить в чистом керамзите. Вот вы видите, и раскукленные корни, вот они. Вот, со всех сторон. И корни от шеи она прекрасно выращивает. И в горшке есть корни. Зелень в горшке, это вы знаете, водоросли. От этого избавиться крайне сложно. Сказать, что они капризные, но мы это называем капризами. А вообще это просто нестабильность сорта. Наблюдаю дальше. За орхидеями можно наблюдать очень долго и делать какие-то выводы по прошествии длительного времени.
Вот пока одна орхидея цветет, вторая. Буду продолжать ее лечить, ну, всеми фунгицидами, которыми только возможно. Но распространения нет. Надеюсь, что при вот этой пересадке, пересадила я ее месяца 2 назад, может быть, этот грунт ей больше понравится. И она начнет расти и перерастет свои детские болезни. Так что, в принципе, орхидея красивая, немного ароматная. Аромат чувствуется в утренние часы. Хочу вам показать еще одну орхидею. Также считается капризной. Сорт очень старый, но тоже нестабильный. Это орхидея Каода. Сняла с полки, был последний цветок, и он остался у меня в руках. А Каоду я приобрела вместе с растущей деткой. Это не 2 растения, а вот это материнское растение, а это детка. Цветет только материнское растение. Детки цветения не было. Ну, корни есть и у той орхидеи, и у другой. Вот эта цвела, и видите, еще набирает цветоносы. Вот пока не хочу их не рассаживать, не пересаживать, но скоро это должно произойти. И вот материнское растение, оно более стабильно, чем маленькая орхидея. И недавно я увидела, что у маленькой орхидеи лист отсыхает, прямо сохнет мгновенно в середине. И я подумала, все, потеряна точка роста. Но оказалось, нет. Появился новый молодой листик. И как только Каода закончит свое цветение, я покажу вам ее пересадку. И, наверное, при пересадке эти 2 орхидеи сами собой распадутся. Это было уже не раз, поэтому Каоды у меня будет 2. Будем наблюдать за взрослым растением и за молодой орхидеей. Ну а так, корни, кстати, в горшке она все время пытается сбросить, но при этом выращивает новые корни. Так что, опять же, капризно или нестабильно? Большой вопрос. Мне кажется, что она больше нестабильна. И черная орхидея, она очень темная орхидея, это, конечно, искусственные сорта. Я не знаю, каким методом их выращивали. То ли скрещиванием, то ли генетически что-то делали, добавляли. Ну, сложно сказать. А может быть и то, и другое. Поэтому сорт просто нестабильный. И все вот такие темные сорта, они действительно, пока они мало стабильны. У меня много черных орхидей, я за ними за всеми наблюдаю. И пока это, ну пусть будут капризные орхидеи, но очень красивые. Никаких специальных удобрений или методов к выращиванию этих орхидей я не применяю. Также удобряю и поливаю, как и все свои фаленопсисы. Но внимательно наблюдаю за их ростом и за их жизнью. Что и вам советую. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.